Европа зовет, открывает пути, но сколько же стоит мечту обрести? И стоит ли ехать, тут сложный вопрос. Давай разбираться, включай мой видос, что как и зачем в Европе. Знаете, 3 года в Испании научили меня одной очень важной вещи. Самое странное в жизни – это не то, о чем вы подумали, а самое странное в жизни – это когда твой знакомый, соотечественник, который еще вчера постил в Инстаграм, в Фейсбуке всякие видео, жизнь удалась, паэлья, сангрия, вдруг пишите мне в личку, есть ли Блаблакар до Варшавы. Всем привет, с вами Игорь, и сегодня мы поговорим о Великом Исходе. Нет, не евреев из Египта, а наших, из Испании, обратно на родину. Почему люди, которые так яростно доказывали всем, что они поймали жизнь за хвост, вдруг ловят за хвост последний уходящий автобус на родину? Вы же знаете наверняка таких людей. Они приехали в Испанию с глазами, как у кота из мультика Шрека. Ну и, конечно, ожидали, что они будут лежать в гамаке, в одной руке сангрия, в другой хамон. Они лежат, а в это время их биткоины сами себя зарабатывают. И тут наступает суровая реальность, где ты сидишь на диване из Икеи, на котором до этого умерла какая-нибудь старая бабушка-испанка, и потом ее наследники сдали тебе эту квартиру в аренду за втридорога. Этот диван ты сам только что 3 часа ремонтировал, потому что хозяин квартиры на твою просьбу прислать какого-нибудь мастера улыбнулся и сказал: «Маньяна». Ты сидишь, ешь самый дешевый хамон из Меркадона, запиваешь его пивом за 60 центов и пытаешься понять, почему за свет пришел счет на 200 евро. А все просто. Июль месяц, и кондиционер у тебя в доме работает сутками. Как-то так. Так а в чем же все-таки главные причины этого обратного билета в реальность? Я бы их назвал 5 всадников испанского апокалипсиса. И сейчас о них расскажу. Каждый второй иммигрант думает: зачем мне ваш испанский? Я английский в школе учил, на пальцах как-то объясню. А, наивные. На пальцах здесь можно объяснить только 2 вещи. Счет, пожалуйста, и где туалет. Попытка объяснить испанскому соотечественнику, что еда капает из трубы под раковиной, но только когда ты включаешь душ на английском, это высшая форма комедии. Он на тебя смотрит, как на говорящую собаку. Вроде интересно и даже забавно, но что ты хочешь? Абсолютно непонятно. В итоге он кивает головой, улыбается, говорит «си-си», «маньяна» и уходит. Чинит что-то соседки. Видимо, у нее испанский-то как-то попонятнее. И вот наш герой прожил год в Испании и знает по-испански 3 фразы: «Hola», «una cerveza, per favor» и «la cuenta, per favor». И потом вдруг ему приходит письмо из налоговой. А тут не «hola», не «cerveza», много букв и цифр. И тогда он понимает, незнание испанского языка превращает его из покорителя Европы в немого туриста. И он решает: надо валить из страны, пока не посадили за что-нибудь. Хотя, как по мне, выучить испанский язык на начальном уровне куда проще, чем ожидать, что испанцы начнут писать или тем более говорить на твоем языке. Тем более Google переводчик помогает, и испанцы совершенно спокойно реагируют на то, когда вы даете им телефон и просите повторить фразу в Google переводчик. Они спокойно это делают. Но для многих это является проблемой. Причина вторая заключается в том, что многие наши едут сюда работать. Ну как работать? Жить у моря, а в свободное время немножечко работать. Испанцы же работают, чтобы жить у моря. Чувствуете разницу? Ну и, конечно, наше понимание, что срочно, это значит нужно, как у нас говорят, было вчера. Испанское срочно означает может быть на следующей неделе. Но если не будет никаких праздников государственных или местных, местные праздники тоже выходные, если не будет жарко, ну или если, конечно, Барса ни с кем не будет играть. Я помню, как-то 3 недели ждал интернет-подключения. Причем через 3 недели мне позвонили и сказали: мастер перезвонит вам через 10 дней, скажет, когда он может. Мастер пришел, посмотрел, сказал, что у него не хватает какого-то провода и ушел в маньяну.
то есть в никуда. И поэтому маньяна – это не завтра. Маньяна – это философия, маньяна – это концепция. И наши приезжают сюда с желанием свернуть горы. Приходят им, говорят, сиеста с 2 до 5. У гор тоже сиеста. И вот они побились годик и говорят, да ну вас нафиг, вы все ленивые. Разворачиваются и едут назад. Работать 24/7 и всех ненавидеть. Вот вторая причина как раз именно в том, что многие не выдерживают эту испанскую неторопливую маньяну. В Испании все дешево, говорят некоторые блогеры. И наивно верят и едут в Испанию. Приезжает человек с деньгами, ну как с деньгами, с небольшой финансовой подушкой. Думает, ему хватит на год. А через 3 месяца эта подушка сдувается до размеров герпеса на губе. Мы об этом рассказывали в наших предыдущих видео и о том, сколько денег примерно стоит прожить в Испании, о том, сколько стоят продукты в Испании и какие еще расходы могут быть, и это совсем не дешево. Потому что аренда – плати, коммуналка, особенно летом, плати, налог на аутоменто, ну это как бы фрилансер, это вообще мой любимый аттракцион. Ты еще ничего не заработал, а уже должен государству 280 евро. Просто за то, что ты существуешь как потенциальный источник дохода. Ну, это как платить за вход в ресторан, в котором ты когда-нибудь, может быть, поешь. И вот момент истины. Когда человек сидит в кафе на набережной, ест хамон, смотрит на свою пустую банковскую карту и понимает, что его успешная миграция – это просто самый дорогой отпуск в его жизни. В одном из своих предыдущих видео мы уже рассказывали о том, сколько денег нужно примерно на переезд в Испанию. А многие не рассчитывают свои силы и думают, что, имея в кармане 5000 евро, они запросто здесь найдут и жилье, и устроятся на работу. Но деньги быстро заканчиваются. И тогда некоторые принимают решение, что уж лучше вернуться. Как будто в какой-то другой стране кто-то будет бесплатно содержать, кормить, поить и даст высокооплачиваемую работу. Когда вы переезжаете, вы думаете, что переехали один. Это не просто так. Оказывается, что все ваши друзья, знакомые, родственники остались там, а вы один здесь. Именно в этом заключается эмиграция. Конечно, испанцы прекрасные, открытые люди. Они тебе всегда улыбнутся, скажут «Амиго», хлопнут по плечу, выпьют с тобой пиво, но есть нюанс. На день рождения своего ребенка они вас не пригласят. И, между прочим, на барбекю домашний тоже. Почему? Да потому что они здесь живут 500 лет, а вы опоздали лет этак на 497. И вот у вас начинается ломка. Может, на шашлык? Захотелось вам банально шашлычка. Такого, знаете, домашнего, с дымком. Вы заезжаете, ну, например, в Леруа, покупаете мангал, заезжаете на заправку, покупаете угли, заезжаете в карнасерию, берете отборнейшее мясо, приезжаете, и тут вам ваш товарищ говорит, а в Испании просто так мясо жарить нельзя. Вы не можете просто выйти на пляж, ну или тем более в лес и пожарить мясо. Для этого должно быть специально отведенное место, общественное, ну как вот здесь. Да, оно бесплатное. Да, здесь есть общественный мангал, даже вон есть вода, чтобы помыть руки и посуду. Но это общественное место, вы не можете здесь быть компанией, да и мест здесь, собственно говоря, не сильно много. А летом так вообще запрет, потому что есть лесные пожары. И с шашлычком может быть облом. Пожарите дома на сковородке. У себя дома на сковородке. Потому что если вы пойдете к испанцу с предложением пожарить мясо и бутылкой водки, я думаю, он сильно перепугается. У нас ведь как? Взял бутылку, зашел к соседу, поговорили за жизнь, разошлись лучшими врагами. Здесь ты заходишь к соседу-испанцу с бутылкой, он пугается. Думает, что ты пришел либо что-то продавать, либо, например, жаловаться на шум. Он не понимает концепции просто посидеть и поговорить. У них для этого есть бар. По расписанию договорились, встретились. И вот ты уже вечером сидишь один на пляже, смотришь на море и разговариваешь с чайкой. И в какой-то момент понимаешь, что чайка – это твой самый близкий друг в Испании. Потому что она так же, как и ты, готова сожрать кого угодно от одиночества. Буду откровенен с вами, это не история нашей семьи.
Потому что мы приехали в Испанию по приглашению наших знакомых, которые узнали о том, что мы выехали из оккупированной Бучи и пригласили нас. Они нам очень помогли, и во многих своих видео я призываю вас, если вы действительно куда-то собираетесь эмигрировать, переезжать в ту страну, где у вас есть знакомые. Вы даже не представляете количество проблем, которые на вас обрушатся в связи с переездом. Но уже здесь, в Испании, мы обзавелись новыми знакомыми, новыми друзьями. Тут помогла моя профессиональная черта. Как адвокат я всю жизнь общаюсь с людьми, и, конечно, мне было достаточно легко завести новые коммуникации. Существует очень большое количество различных сообществ, бизнес-клубов, в которых вы можете найти общих знакомых. Но будьте осторожны. Здесь два вида бизнеса у наших иммигрантов. Это либо недвижимость, либо обмануть своего соотечественника. Я в этом тоже часто говорю и как человек, и как профессиональный адвокат. Кстати, о профессии. Это еще один всадник апокалипсиса, из-за которого люди переезжают из страны. Это мой любимый пункт. Он касается тех, кто на родине, как он думает, был кем-то. Ведь у нас же каждый второй известный в узких кругах. Один был лучшим риэлтором Запорожья, другая – королевой маникюра в Днепре, третий – человек, которому лично жал руку мэр. Правда, раз в жизни и на дне города, это вообще не важно. И тут этот король риэлторов переезжает в Испанию и пытается на ломаном испанском объяснить местному застройщику, что он не просто так, он что-то понимает в недвижимости. А застройщик смотрит на него, как на пятно на своей рубашке, и думает: еще один иммигрант, который хочет скидку. Твой статус здесь имеет такую же ценность, как прошлогодний календарь. Здесь всем абсолютно все равно, кто ты, если твоя фамилия не Месси, или на худой конец не Рики Мартин. Ты можешь быть хоть лауреатом Нобелевской премии по разведению фиалок. Это для местного чиновника просто экстранио с номером НИИ, который опять что-то хочет. Твоя прошлая жизнь – это как старый пиджак с орденами. Дома он может вызывать уважение, а здесь в нем просто жарко и смешно. Особенно, когда ты в этом пиджаке пытаешься купить дыню на базаре. Но для них ты не уважаемый человек, ты просто тот странный иностранец, который очень серьезно выбирает дыню. Так все-таки, почему же они возвращаются? А потому что оказалось, что рай надо не только найти и оплатить, а в этом раю еще надо найти с кем поговорить и смириться с тем, что ты в этом раю просто статист в шортиках. А дома же все понятно. Там ты не просто номер НИИ, там ты сын, брат, друг, тот самый сосед, к которому можешь зайти с бутылкой. И твоя корона, пусть даже из фольги, уютно лежит у тебя на полке. Если вы видите, что кто-то очень рьяно постит закаты с подписью «Живу новую лучшую жизнь», поверьте, не ищет ли он попутчиков на Блаблакар. Просто так, на всякий случай. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что большинство все-таки адаптируется, потому что приезжает в Испанию тысячи, десятки тысяч людей, а уезжают единицы, которые не смогли приспособиться. Каждый здесь ищет свой способ адаптироваться. Кто-то, как, допустим, я, продолжает работать удаленно со своим адвокатским офисом в Киеве. Мои девчонки просто молодцы. Спасибо им огромное. Кто-то начинает здесь новый бизнес и заводит новые знакомства, новых друзей. А кто-то приспосабливается жить в новых условиях так, чтобы получать от этого удовольствие. И еще немного о статистике. Оказалось, что мои видео смотрит очень много людей, не подписываясь на канал. Как-то обидно, все-таки подпишитесь. Поставьте лайк этому видео. С вами был Игорь. И до следующих новых встреч. Hasta luego! Что, как и зачем в Европе vas estii un varum in Europa, como y porque en Europa.